Кристина, вот очень интересно, как необходимо думать для того, чтобы добиться успеха? Но если что-то одно выделять, то я бы сказала о том, что важно развивать навык думать, как вы думаете. То есть это, кто-то называет критическим мышлением, там, рефлексивным и прочее. Но по сути, да, навык думать о том, как ты думаешь. Почему? Потому что нам всем уже активно внедрили идею про то, что реальность зависит от того, как вы думаете и прочее, прочее. И, в общем-то, это так. Но когда мы не отслеживаем процесс своего мышления, по сути, вся психотерапия – это анализ процесса мышления, как человек мыслит, да, и выявление каких-то тонких мест. Если мы этого не делаем, а просто берем, например, позитивные какие-то установки, то получается следующая история, что мы не замечаем, например, есть такое понятие, как, я для себя его так называю, негативный базовый вопрос, который является источником мышления. Например, человек хочет создать бизнес. Он не осознает эту часть, но на самом деле он постоянно задает себе вопрос, почему у меня не получится. Психика как Google. Вот какой вопрос задали, такой ответ. И вот эта часть мышления бессознательная. Но у человека в голове начинают крутиться мысли. Нет денег, я какой-то там не такой, не пробивной, не хитрый, не всякий, нету связи у меня. Вот в нашей стране налоговая. То есть ему кажется, что это просто негативные мысли, но это ответ на его вопрос, почему у меня не получится. И если он сверху на эти мысли начинает накладывать позитивные установки, у меня получится, я миллионер, я суперуспешный и так далее, это эффект, не знаю, тонального крема на прыщ. То есть как бы чуть-чуть что-то замаскировало, на самом деле прыщ еще больше набирает обороты и взрывается в какой-то момент. То же самое происходит с людьми, которые посмотрели фильм «Секрет» и прочее. Секрет-то не раскрыт. Секрет-то не раскрыт. И в итоге, да, происходит что? Вроде какое-то временное улучшение эйфории, и потом часто я это вижу, да, что происходят какие-то нехорошие события. Наоборот, да, вот что-то там разрушается, не получается и прочее. Почему? Потому что как раз вот этот вот гной там из негативных каких-то мыслей он накапливается и взрывается. Поэтому, если говорить о том, как думать, чтобы добиться успеха, важно понимать, как вы думаете, и уметь обнаруживать вот такие вот мыслительные ловушки по типу негативного базового вопроса или негативной базовой установки. На примере бизнеса тоже давайте, да, посмотрим. Вот человек собирается создавать бизнес, и у него вот эти вещи базовые, они бессознательные. То есть пока мы не начинаем думать о том, как мы думаем, мы их не видим. И у человека есть вот такая бессознательная установка, что для того, чтобы начать бизнес, нужно много денег. Все. Он ее не осознает, но он осознает мысли, которые из нее как бы происходят. Например, где же мне взять деньги? Где же мне... И он начинает думать, да, где же мне раздобыть деньги? Вроде конструктивные мысли, но что они делают? Они уводят человека от той части реальности и той части возможностей, где для создания бизнеса нужна, например, идея, а не деньги и прочее. Да? И в итоге человек лишается очень широкого спектра различных вариантов, которыми он мог бы воспользоваться и получить успех. Опять же, если в этой ситуации человек начнет думать, как он думает, он эти вещи обнаружит. Часть сам, часть, возможно, с помощью специалистов, как раз психолог и есть тот специалист, который эти вещи видит особенно, да, остро, то есть фокус на этом. Поэтому, если какой-то один ответ давать, то я бы говорила о том, что нужно развивать навык думать о том, как мы думаем.